Честно скажу, я шокирован. Да, брат. Вот так вот. Без визы пробрался. Ну что ж, мы долетели до Сингапура. Я понял, что до этого было ничто по сравнению с этим. Какие же здесь масштабы. Невероятно, невероятно красиво здесь. Как же здесь, я не знаю, спокойно, я бы сказал. Это просто Централ Парк. Считай, одна из главных достопримечательностей. Вы просто взгляните, куда я дошел. И это такой зеленый парк. Сейчас еще прогуляюсь, покажу. Сейчас попросим меня кого-нибудь сфоткать. Пойдем погуляем. Просто посмотрите, а это ничто, это вот просто типа навес. Холодный чай с малиной стоит около 8 сингапурских долларов, это где-то рублей 400. Ну, как будто плюс вайп для Старбакса, как будто, в принципе, такая средняя цена. Вот так вот, сейчас мы идем в сторону музея. Музей, который находится в этом же парке. В принципе, очень много главных замечательностей находится в одном месте. Сказать, все собраны в кучке, и это очень удобно. Как раз, мне кажется, за 3 дня здесь можно оббежать все. А завтра мы едем в такое место на целый день, так сказать, на отдельный выделенный остров для этого. Вау, как красиво. На отдельный выделенный остров для этого я завтра покажу, и думаю, вы будете шокированы. Я уже жду, не дождусь. Вот так выглядит вблизи. Я думаю, все поняли, что это достопримечательность. Это тоже одна из главных в Сингапуре. Очень прикольный мост. Мега прикольный. Вообще это музей, оказывается, я не знал на самом деле. Сейчас зайдем, посмотрим, как там внутри. Еще хочу заметить, кстати, что сингапурцы, они очень спортивные. Очень спортивные. То есть здесь каждый второй бегает. Вот так, в принципе, выглядит мост будущего. Это такой жесткий плюс вайп, на самом деле. Архитектура прям себе. Ну, я думаю, а вот это многие узнают. Это музей. Честно скажу, я шокирован. Я этого максимально не знал и не догадался, что это музей. Думал, может, просто так стоит, не знаю. Может, по приколу. Теперь буду знать. Кстати, вовнутрь нельзя войти почему-то, не знаю. Там просто закрыты двери. Может, не работает пока что. Понятия не имею. Но вот с этим языком, конечно, ничего не сравнится. Это просто, я не знаю. Колесо обозрения взял, а тут вот такое еще представление. Вау. Самому колесо обозрения. Это, мне кажется, не только колесо обозрения, а еще такой мини-музей получается. Билет стоит в рублях 2500 рублей на одного. Если вдвоем, там типа около 4. Ну, такая мини-экономия. Это самое высокое колесо обозрения в Сингапуре. Мы только начинаем. Плюс в чем огромный. То есть кабинка огромная, но из-за того, что я один, то есть кабинка только для меня. То есть для каждого там пара идет или для двоих. Трое, семья там, допустим, 4. Они идут в отдельную кабинку, то есть жесткий плюс лайф.
Сейчас поднимемся, я покажу. Это просто, я думаю, это будет невероятно. Вот просто взгляните, отсюда видно весь Сингапур. Парк. Жилые спокойные дома. А вот там трасса для формулы. Высотки. Бизнес-центр. Популярный, так не понял, это ЖК или отель. Потом как раз вот этот музей. И вот там, типа, некого такого даунтаун. Вот так вот просто. Такая красотень. Это жесть. А посмотрите вот сюда. Горел нормально так. За целый день, поэтому мажьтесь, пожалуйста, кремами. Я покажу, что я взял. Есть это наподобие удона с курицей и луковой кольцо. И кола. К слову, кола дешевле, чем вода. Вода там около 3 стоит, а это 2,5, может быть. В общем, я поел и зашел в какой-то храм. Не знаю, что здесь, но людей здесь достаточно много на самом деле. Сейчас посмотрим. Купил я билет в Flower Down in Cloud Forest. Это очень интересный закрытый большой территориальный парк. Я сейчас пройду, покажу, но я думаю, вам понравится. Потому что я думаю, буду шокирован. Судя по фоткам, да. Чтобы вы понимали, тут, в общем, очень много таких надписей, и видно на, ну, где они, в принципе, большая часть их растут. Просто посмотрите на вот эти масштабы. И это все цветы. Здесь, сейчас скажу, не знаю, сколько цветов, но, то есть, их прям, ну, очень много. Сейчас постою, похожу, погуляю. Вау. Это очень, тут даже фотозоны есть. Прикольно. Такого я точно не ждал. Посмотрите просто вот сюда. Вау! Рассказываю. В общем, здесь 7 этажей. И сейчас ты поднимаешься на 7-й, и вот по вот такой некой тропинке, с таким вот видом, ты спускаешься до 1-го. Это очень круто. То есть внизу, там вот. То есть очень высоко. Вау. Сейчас покажу. Если говорить вкратце, то сейчас, конечно, рассказывалось про то, что, вероятнее всего, ученые предполагают, что в 2100 году будет глобальная засуха. И показывали, к чему это приведет. Вот так. А тут очень красиво. Вот такой огромный парк, вот с такой. Вот с таким видом, ну как бы, вау. И сколько же здесь людей. Сегодня еще выходной день. Всей семьей, все что там тусят, курят. Эти воздушные запускают. Круто, короче. Сейчас я опять чай в Старбаксе. Клубничный чай, холодненький. Вроде нормально. Кстати, встретил тоже русскоговорящий комьюнити. Их тут очень мало, прям очень мало, реально.
Спросил, откуда они, и как все мне ответили, они живут в ближайших. Кто-то живет в Джакарте, кто-то на Бали, кто-то в Сингапуре в самом. Ну, в общем, когда я спрашивал, никто мне не сказал, что там живет в СНГ, допустим. Вот так вот. Сейчас, наверное, посижу, отдохну и потопаю уже ближе к отелю, наверное. Это время уже, сколько? Уже 7 часов. Сейчас мы собираемся, умываемся и идем в Universal Park. Добрался. Ой, взгляните на вот это. О боже, как же это красиво. Голливуд. Я в Голливуде, друзья. Эту сцену все узнали. Все знатоки кино явно поняли, что здесь. Что там? Нам явно надо идти туда. 100% надо идти туда именно. Все люди были дальше. Не знаю, что здесь, но только аттракцион. Один из себя увидел, сразу забежал. И на удивление, здесь людей вообще нет. И где-то через день, которые писали, может, что сегодня будет не день, не понедельник. Может, с этого. Но я шокирован. Нельзя было снимать, рассказывать. Там было про... Сейчас идем в зону трансформеров. Там было про то, как снимали некие сцены с фильмов. Выглядело очень круто. Там столько эффектов. Там и лодки падали, и симулятор слазь, и огонь по воде был. Все было. Очень крутые эмоции показывал. Смотрите, просто эту проработку всех деталей. Вообще 30 минут наконец-то зашли. Да, вот такие очки, это, короче, типа как 5D. Ты садишься как бы в машину, в реальной едете, и еще видишь голограмму. Очень плюс-майнус. Но очень мы стояли, наверное, минут 30 сюда уже. Уже стоим минут 30. Сейчас там вроде конец уже. Да, там. Ладно, там еще минут 10. Здесь снимать, но все равно самая маленькая связь. Насколько же это круто проработано, я в шоке. Вот эти 30 минут, которые мы стояли, ждали, 30-40 минут, это того стоило однозначно. Это просто. Я не могу, прям у меня эмоции прям переполняют. Это только второй аттракцион из всех. Отель 26 локаций. 26. Мы идем вот сюда. Просто. Смотрите, это самый большой аттракцион, который видно здесь абсолютно везде, отовсюду. Смотрите, там красный и черный, в общем, скажу так, красное, ну, можно так пройти просто, ну, для галочки, а черное это просто. Я не знаю, что сравнить, но это было очень круто, это было мега быстро, но очень круто. Сейчас в каком-то египетском, вот, суета, не знаю, сейчас посмотрим, походим. Вышла из этой египетской комнаты, в чем прикол ее? Ты садишься в такую некую вагонетку, там все построено под Египет, и ты просто едешь в темноте в полной. А там не просто она медленно едет, там она разгоняется, я не знаю, до скольки. Дым тебе в лицо, вода какая-то в лицо. И тут что-то еще, не знаю, что это, но там написано, что ожидать 40 минут. Типа туристическая машинка. Вот тут можно как будто посмотреть. Вот что-то вот такое. Но выглядит что-то как не очень как будто, но все равно надо. Идем в зону парка юрского периода. О, да. Ну, тут, как понял, больше детская зона. Здесь, походу, очень мокро будет. Я сейчас на потому что здесь продают дождевики. И люди сами в дождевиках некоторые, а некоторые нет. Большая часть нет, поэтому я думаю, что ладно, я так пройду. Вообще мы тут стоим уже, наверное, минут 20, но очередь как бы огромная, просто огромная. Я пытаюсь углядеть, какие выходят люди. Люди выходят вроде не мокрые, поэтому нормально. Полностью все мокрые. Походу я тоже следующий буду. Ну ладно, что уж. К сожалению, наверное, нельзя снимать. Я надеюсь, что я очень сильно не промокну. Я когда вернусь, покажу все.
повезло, а парням повезло меньше. Их облило полностью, когда голубит, там спуск резкий вниз с водой. И их прям накрыло, так сказать. Но вообще парк жесткий, плюс фаер. Это место знает каждый, абсолютно каждый. И вот этого главного друга. Это, короче, логово какого-то Шрека. Я не знаю, что здесь, но написано 4D. Возможно, будет даже что-то наподобие вот как раз того, как это называется. Очередь, конечно, ну такая, типа на 20 минут, как всегда, как везде. Да, я был прав, это было 4D, это было очень прикольно, такая была маленькая коротенькая история. Такая юморная на самом деле. That is a big goose, and she thinks we're taking her baby. Тоже на прикольном аттракционе, такой веселенький. Посмотрите на мою кепку, я купил себе кепку Шреков. Я понял, что я не успел купить кроксы, поэтому надо купить хотя бы себе кепку Шреков. Как будто жесткий плюс. Я не могу прям. Очкре. Целая моя тачка. Что за Нью-Йорк вайб, девочки? Я в Нью-Йорке! Я в Нью-Йорке. Вот так вот. Без визы пробрался. Атмосферно. Вау. Все аттракционы последние осталось, я его пройду и все. Вообще парк прикольный, но на самом деле маловато. Я приехал в 12, и вот сейчас без 10, 6, и я идеально все заканчиваю. Но вообще классно, очень классно. По-любому надо быть, каждому, я считаю. Вот так вот. Почувствуй этот вайб. Save that spaghetti! That's 4 seconds to go. Шрека, так я люблю миньонов. Целый магазин. Сувениры миньон. Кстати, кепка. Плюс вайб. Я тут нашел некоторые прикольные такие. Типа вот такого. Сейчас. Сейчас что-нибудь выберу, в любом возьму. Какой-нибудь брелок, может быть, хотя бы. Территория. Это отель. Тут, короче, можно сразу отель. Тут Universal, там казино. Что еще надо? А поесть везде вообще есть. На каждом шагу, считай. Завтра уже вылетать, а я только сейчас, по-моему, обратно зову номер, поэтому давайте, в принципе, я вам покажу вообще, что как он выглядит. Стоит он около 10 тысяч в сутки рублей. Сейчас покажу, посмотрю, покажем, вернее, вы поняли. Открывается он по карточке. Один. Снимаем карточку. Включаем свет. Вход. Сразу с входа выглядит это вот так. То есть умывальничек, зеркало, стол, извините, срать, кровать. Это выглядит вот так. Это у нас сразу тут туалет, душ. Полотенце убираются ежедневно, также проектор, все показано, но он чисто интересный, поэтому, он так у меня на фоне играет иногда. Это опускается, поднимается через все кнопки на кровати. И, в принципе, все. Он небольшой, но он находится в Чайнатауне. Это очень удобный район, на самом деле. Здесь две станции метро. От одной ты можешь до аэропорта доехать, а на другой до самой главной достопримечательности, там Централ Парк,
тот же самый Universal, поэтому очень удобный район. Опять же, ссылка на этот отель будет в описании. Как так, сейчас поработаю, отдохну, помонтирую как раз ролики наконец-то. Этот ролик выйдет только через полгода, наверное, потому что у меня впереди там нужно сделать еще несколько стран, там 5-6. Поэтому, чтобы не пропускать, подписывайтесь на мой инстаграм. Там ты будешь знать об этом самый первый. Вот так. Вот я уже и в аэропорту. Мы сейчас дальше. Вылетаем буквально уже через 2,5 часа. Опять сеанс випки, чтобы покушать. К сожалению, я не увидел водопад. Не водопад, а водопад, наверное, в аэропорту. Что он хоть с терминалом в первом, а я в четвертом, поэтому, увы, но ничего страшного. Слегаемся на рейс и все, в принципе, можно заканчивать. Вот и все. Мы летим дальше. Это было классные 3 дня, очень насыщенные на самом деле. Я очень рад, что я посетил страну, потому что это было давнее мое огромное желание, и наконец-то оно исполнилось. Сейчас мы летим дальше в страну, в которой мы проведем чуть больше месяца.